Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. В глуши тропических лесов Амазонки, спрятанное от любопытных глаз цивилизации, развернулось уникальное царство, крупнейшее в мире скопление речных островов. Эти причудливые земли имеют свою собственную жизнь, скрытую от людей и жадно охраняемую природой. Каждое лето острова подвергаются сезонным паводкам, их облик меняется до неузнаваемости, как картина, расписываемая каплями дождя. Живущие на этих островах существа ежедневно сталкиваются с необходимостью адаптироваться к драматическим изменениям уровня воды, создавая уникальные механизмы выживания. На реке Рио-Негро, в сердце этого загадочного региона, располагаются архипелаги Анна-Вильхана и Марио, состоящие из более чем 1000 островов. Они заключают в себе множество секретов, утопая в густых зарослях и окутанные туманом затопленного леса. Окруженные водами, полными скрытых опасностей, эти острова стали настоящей родиной для одних из самых необычных существ на планете. Каждый остров, как отдельная экосистема, хранит в своих недрах множество тайн. Река Рио-Негро с ее глубокими водами, затмевающими яркие солнца и багряные закаты, медленно, но верно формирует ландшафт вокруг. Здесь многообразие флоры и фауны лишний раз подтверждает, что природа способна к удивительным трансформациям. Каждое лето, когда наступают паводки, острова словно повторяют цикл жизни, впитывая дожди из небес, преображаясь, и в конце концов открывая двери для нового начала. В тропическом лесу, усыпанном лианами и растительностью, живут рыжие ревуны и беличьи саймири, два вида приматов, которые бродят по ветвям деревьев в поисках пищи. Их ловкие руки и длинные хвосты помогают находить калорийные сладкие плоды и насекомых. Но молодые самцы, полные дерзости и амбиции, иногда спускаются в затопленный лес. Там, среди отражений света, на них поджидает опасность в виде черных кайманов и пираньей, которые только и ждут, когда их жертва окажется в роли добычи. Занимаясь поиском пищи, приматы не только сталкиваются с проблемами, но и учатся преодолевать их. У каждого из них имеется своя стратегия выживания, от остроумных укрытий до командной охоты. Например, ревуны могут издавать громкие звуки, сигнализируя другим о тревоге, что помогает им оставаться в безопасности от хищников. Этот комплекс взаимодействия демонстрирует, как даже в таких ограниченных условиях жизнь способна быть яркой и многогранной. И хотя воды реки могут казаться спокойными, под поверхностью таятся настоящие хищники. Кайманы, чья маскировка идеальна для охоты, могут ударить молниеносно. Пираньи с их острыми зубами представляют не менее реальную угрозу. Обезьяны должны быть осторожны, чтобы не стать жертвами этих морских хищников. Чтобы защититься от этих угроз, саймери развивают особые шахматные стратегии, собираясь в группы, чтобы маневрировать в затопленных участках. Они отправляются на поиски пищи, формируя цепочки. Кто-то из них высматривает хищников, в то время как остальные сосредотачиваются на поисках еды. Этот важный навык взаимодействия помогает им не только находить еду, но и оставаться в безопасности. Но не только приматы являются обитателями этих реликтовых лесов. Не менее интересны и трехпалые ленивцы, которые, когда уровень воды поднимается, вынуждены искать новые места для жилья. Они хорошие пловцы, но не могут остаться незамеченными для анаконд, удавов, которые используют свою скорость и хитрость для охоты. Эти гигантские змеи с чувствительными хеморецепторами находят своих жертв с помощью обоняния. Каждый подъем воды требует от ленивцев поиска новых источников пищи и убежища, что еще раз подчеркивает их удивительную способность адаптироваться. Когда уровень воды достигает критической отметки, ленивцы ищут надежные деревья с густой листвой, чтобы забраться выше и избежать морских хищников. Они могут оставаться незамеченными, зависая на ветвях, пока вода не станет ниже. Это не только стратегическое спасение, но и демонстрация их уникальной связи с окружающей природой.
Способы, которыми природа вызывает меняться под воздействием паводковых вод, можно наблюдать на всем протяжении архипелага. Эти воды, возникающие за сотни километров от побережья, достигают своих островов после долгих дождей и таяний снежных гор. Вода несет с собой не только очищение, но и разрушение, превращая обширные экологические системы в ловушку для тех, кто не может адаптироваться. Паводковые воды приносят с собой множество изменений. Они захватывают старые морские ветры, порождая новые условия для жизни. Уровень осадков зависит как от дождей, выпадающих в тропических лесах, так и от дождей, которые приходят с Атлантического океана. Это сложное взаимодействие вод ведет к формированию специальной экосистемы на островах, что делает ее удивительно разнообразной и живой. Деревья мангуба, обитающие в этой системе, адаптированы к этой жизни. Их семена уносятся ветром, заполоняя новые жизненные пространства. Южноамериканская форель, ловко выпрыгивающая из воды, будет за ними следовать, поедая плоды, а затем испуская семена, позволяя этим жизненно важным растениям развиваться и расти на новых участках земли. Эти рыбы не только способствуют распространению семян, но и поддерживают баланс в экосистеме. Они следуют за изменениями уровня воды, мигрируя из одного места в другое, адаптируясь к требованиям, которые ставит перед ними природа. Каждый год с приходом паводков они становятся частью удивительного механизма, который обеспечивает выживание всей этой экосистемы. Среди вод живут и крупнейшие пресноводные рыбы в мире – арапаима. Каждый взрослый самец может весить до 200 килограммов и поднимается к поверхности каждые 10-15 минут, чтобы дышать. Эти рыбы стали настоящими долгожителями среди заливающих вод, оставаясь в безопасности на своих островах. Экосистема, созданная природой, делает все возможное, чтобы поддерживать это невероятное разнообразие. История архипелага уходит вглубь веков, омытым временем и водой. 1500 лет назад, когда климат был иным, отложения, принесенные рекой Рио-Негро, начали осаждаться, создавая лесные заросли. Постепенно природа создала эти уникальные острова, которые стали домом для множества существ. Воздействие реки Рио-Негро на формирование этих земель продолжает проявляться и сегодня, когда вода медленно изменяет ландшафт. Как и люди, которые стары, но продолжают изменяться, даже не замечая этого, острова тоже переживают свои трансформации. Каждое новое наводнение это не просто разрушение, это также возможность для нового начала, возможность для создания новых отношений в экосистеме. Среди обитателей островов также встречаются гигантские речные выдры. Они охотятся стаями, сгоняя рыбу в кучу и пожирая ее одну за другой, избегая хищников. Ягуары, скрывающиеся на берегах, смотрят на капибар, самых крупных грызунов в мире, которые ныряют в воду, чтобы избежать смерти. Пока уровень воды продолжает подниматься, жизнь на островах изменяется. Гнезда огненных муравьев становятся уязвимыми, заставляя их покинуть свои укрытия. Муравьи-листорезы, передвигающиеся по листву, находятся под угрозой, когда сотни других насекомых пересекают воды в поисках безопасного места для обитания. Их количество может достигать 8 миллионов особей. Невероятное зрелище, которое сразу же демонстрирует, как муравьи адаптируются к изменяющимся условиям. Огненные муравьи, обладая ядовитыми жалами, становятся жертвой даже самых незаметных животных, когда вода поднимается и нужно искать новые укрытия. Каждая колония, сбежавшая из подземного убежища, становится частью жестокого циклического процесса, где каждый шаг движется в ритме природы. Среди таких конфликтов и вызовов остаются и ламантины. Эти добродушные морские млекопитающие прячутся в тихих заводях, питаясь водными растениями, приготовленными паводковыми водами. Они учат своих детенышей путям в запутанных каналах, ожидая, когда вода начнет спадать, и то, что они знали, вернется к норме.
С наступлением августа уровень воды начинает падать, вынося с собой все следы паводков. Животные возвращаются к нормальной жизни. Красные неоны восстанавливают свои привычки и ищут укрытия в пониженных участках прибрежных лесов, где их обитель снова становится безопасной и уютной. Птицы возвращаются из долгих путешествий, заполняя лесы своими криками и гулы. Семья рыбаков наслаждается плодами своих усилий, ловя экзотических рыб, следуя за инструкциями местных стариков, которые знают, где искать больше всего рыбы. Они зарабатывают на жизнь, обеспечивая острова и сами семьи. Но хотя острова способны восстанавливаться, они также являются живым свидетельством того, как природа создает свои собственные механизмы. Архипелаги Анавельхана и Марио остаются домом для самых выносливых существ на планете, существ, которые научились адаптироваться и выживать в постоянно меняющейся, непредсказуемой среде, которая становится их домом, несмотря на все невзгоды. В этой тропической гавани, среди плавающих ветвей и падающих семян, продолжается череда удивительных изменений, где каждое существо, каждое растение взаимодействует в бесконечном цикле жизни, создавая уникальное произведение искусства, удивительный, загадочный амазонский лес.